Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music. Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас на обзоре басовый процессор Boss GT1B. Это компактный, мультифункциональный мультиэффект процессор. Давайте посмотрим на его основную панель. Здесь у нас есть три больших, очень мощных, крепких футсвича, которые служат различным целям. Например, когда вы нажимаете одновременно два левых футсвича, у вас включается тюнер. Если вы включаете два правых футсвича одновременно, у вас включается лупер. И в режиме различных пресетов каждый из них может включать и выключать различные эффекты. Также у нас здесь есть педаль экспрессии, которая может быть назначена в зависимости от пресета на управление какими-то параметрами. Она может быть и квакушкой, может быть и педалью громкости и так далее. Также у нас здесь есть три энкодера для ввода данных, то есть для изменения различных параметров. И вот эти вот кнопки, которые управляют навигацией. Собственно говоря, кнопка меню, которая включает меню глобальных настроек. Две кнопки, которые называются Easy, они нужны для того, чтобы иметь легкий доступ к основным параметрам настроек пресетов. Также кнопки Exit и Enter. И очень мне здесь нравится то, что вот этот вот ряд кнопок, он разделен прямо по категориям эффектов, и нажатием каждой кнопки можно включать и выключать отдельные целые группы эффектов. Таким образом, делая работу с этим прибором очень удобной и быстрой. В этом приборе у нас находится 100 заводских пресетов, а также 100 слотов для юзерских пресетов, которые вы можете создавать сами. И, кстати сказать, хочу заметить, что здесь есть выход USB, при помощи которого вы можете подключить этот прибор к компьютеру и экспортировать ваши пресеты, а также на официальном сайте Boss вы можете скачать юзерские пресеты, которые созданы другими людьми со всего мира, другими любителями этого прибора. Вы можете обмениваться пресетами, и, по-моему, это очень круто. А теперь давайте пробежимся по некоторым заводским пресетам и для начала послушаем, как звучит чистый звук этой бас-гитары. Это был чистый звук. Пресет называется Prog Rock 70-х. Пресет называется Filter Funk. Следующий пресет называется Phaser and Flanger. Следующий пресет называется Synth Lead. Но еще один пресет называется Metalhead. Но я думаю, что нескольких пресетов вполне достаточно для того, чтобы понять качество звучания этого прибора. Скроллить через все 100 пресетов, конечно, у нас просто нет времени. А теперь давайте попробуем создать свой пресет. Для того, чтобы создать новый пресет, нам нужно выбрать те эффекты, которые мы хотим использовать в данном пресете. Здесь у нас каждая кнопка соответствует определенному типу эффекта. Вот первая кнопка — это FX1, либо лимитер, да, мы нажимаем, активируем этот эффект, и затем долгое нажатие удерживанием мы, собственно, переходим в меню настроек. Здесь мы можем выбрать тип лимитера, это мульти,
потом лимитер Boss, ну и какие-то еще модели здесь в них эмулированы. Также можем выбрать порог, уровень. При помощи вот этой кнопки Enter мы можем менять страницы. Да, вот нажимаем эту кнопку, и мы заходим в меню, где мы можем выбрать атаку, дикей, соотношение и так далее. То есть очень гибкие настройки лимитера. Вот, ну давайте оставим все по умолчанию. Выйдем отсюда. Затем на второй кнопке у нас Overdrive либо Distortion. Активируем. Опять долгое нажатие. И здесь мы можем выбрать достаточно большое количество вариантов овердрайвов. Здесь есть и бустер, есть натуральный, есть басовый перегруз, есть фуз басовый, блюзовый перегруз, ну и так далее. Ну, давайте сейчас парочку из них послушаем. Вот басовый перегруз. Естественно, мы можем уровень драйва менять. Давайте еще другие типы послушаем. Вот басовый дисторшн. Опять-таки все очень гибко настраивается. Давайте немного приберем драйв. Ну и так далее. На следующей кнопке у нас есть преамп, то есть эмуляция преампа. Включаем, заходим на страницу преампа. И здесь у нас также различные варианты, различные типы. Флип-топ, концертный преамп, бас, эквалайзер, Session, ну и так далее. Ну, какие-то свои названия. Акустический басовый преамп, Гелен-Крюгер, Марк Бас, ну и куча всего. Наверное, с десяток типов. Метальной, кранч. Естественно, также очень гибкие настройки, то есть можно регулировать гейн, можно регулировать уровень. Есть также встроенный эквалайзер, верха, низа и так далее. Но вот сейчас я оставил активированным только преамп, и давайте послушаем, как он звучит. Послушаем парочку различных видов. Ну вот сейчас у нас включен кранч. Сейчас Марк Бас. Гелен-Крюгер. Ну и так далее. На четвертой кнопке у нас включается FX2 модуляция. Активируем ее нажатием. Затем удерживаем, переходим в меню настроек, и одновременным удержанием и поворачиванием энкодера мы можем перейти непосредственно в меню выбора эффектов. А эффектов здесь у нас около 20, есть абсолютно вся модуляция, и хорусы, и фленджеры, и, в общем, от хоруса до ринг-модулятора, все, что вашей душе угодно, здесь все есть. Ну что ж, в слоте модуляции я решил выбрать эффект тремоло. И что у нас пока получается? Мы с вами выбрали преамп, Гелен-Крюгер, мы с вами выбрали перегруз басовый и тремоло. Вот таким вот образом звучит пока наш пресет. Ну и последних два слота эффекта у нас осталось. Значит, один из них, соответственно, отвечает за дилей, и второй отвечает за реверберацию. Также точно мы можем активировать нажатием, и долгим нажатием мы можем перейти в настройки, где мы также выбираем из нескольких различных типов дилея. Я вот сейчас выбрал дилей с панорамированием, то есть пинг-понг дилей. Давайте послушаем, как он звучит. Ну и давайте добавим реверберацию. Просто включим ревер, активируем его и послушаем, как это будет звучать.
Вот такой вот симпатичный лид у нас получился. Также здесь есть встроенный лупер, который очень прост и удобен в управлении. Включается он нажатием на два вот этих вот футсвича, ну и также выключается. И, собственно говоря, нажимая на самый правый футсвич, вы начинаете запись и также начинаете овердаббинг, то есть наложение записи. Чтобы остановить проигрывание, вы 2 раза нажимаете на правый футсвич. Давайте попробуем что-нибудь сейчас изобразить. Хочу заметить, что этот прибор может питаться как от стандартного блока питания, также и от пальчиковых батареек в количестве 4 штук. Здесь есть у нас выход на наушники, возможность подключения дополнительной педали экспрессии и также AUX-IN для подключения каких-то ваших минусов для домашних занятий. И в целом прибор очень порадовал своей гибкостью, многогранностью, огромный выбор эффектов. Здесь есть абсолютно все, что может захотеть любой музыкант. И поэтому я думаю, что он станет опорой и поддержкой для любого креативного музыканта, как начинающего, так уже достаточно продвинутого. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео, а также подписывайтесь на наш новый инстаграм-канал Pop Music Play, где мы выкладываем композиции из наших видеороликов. Boss GT1B — это мультифункциональный... Подожди, если он назвал его Boss GT1. Да. Просто это, да, мульти... Да. Где мы также выбираем из нескольких различных типов дилея. И Delivery Club нам не платят за ролики. Да.